Большой Москворецкий мост – излюбленное место туристов, где они делают свои селфи, и тележурналистов, где они пишут свои стендапы. Чаще всего неудачные и конечные. Мы решили ничего не придумывать, не креативить, так сказать, и записать начальный стендап последней части фильма проекта «Объединяя креативность». Это не могло так быстро закончиться, но круглый стол в Москве в Общественной палате Российской Федерации завершил масштабный российско-финско-шведско-датско-исландский проект «Объединяя креативность». Проект длиной в 1,5 десятка месяцев, сотни встреч, тысячи километров дорог и бесчетное количество новых идей. Мы сегодня представим Общественной палате определенный опыт, который мы создали, накопили, и который позволит другим организациям более активно подключиться к тому, чтобы заниматься творческими индустриями. Творческие индустрии определяют нашу жизнь. На депрессивных территориях это самозанятость, инвестиции, возрождение жизни. В промышленно развитых регионах – новые технологии. Творческие индустрии развиваются с разной скоростью в разных странах и в разных отраслях. Как это работает в странах Северной Европы, познавали участники проекта. В ходе проекта мы увидели столько неиспользованных возможностей, если на северных странах креативные технологии, креативные индустрии занимают 10, 80, 11% валового дохода от каждой страны, то в нашей это нет процента. И поэтому такой потенциал, он может быть, если его правильно использовать и как-то помочь и со стороны общественных организаций, государства, бизнеса, он может дать дополнительный и ощутимый толчок в экономическом развитии регионов. Инструмент познания – круглые столы. Первая встреча была назначена в Архангельске. Обсуждали, как помочь интернационализации творческого бизнеса и как выявить этот самый креативный бизнес, чтобы потом его поддержать. Вот эта самая культурная политика что определяет? Она определяет приоритеты. Приоритеты чего? Приоритеты государственного финансирования. То есть управление осуществляется очень просто. Не надо как бы вот брать и управлять. Ты определяешь как бы как государство, что ты поддерживаешь. Справедливо рассудив, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, в октябре отправились в Финляндию и Швецию. Открывать для себя Америку начали с вузов. И в Финляндии, и в Швеции они поражают уровнем технической оснащенности. What is the purpose of this armchair? I don't know. It's a purpose. It's a prototype. Все оборудование доступно для студентов и преподавателей в любое время. Наши северные соседи в последнее время продвинулись далеко вперед в развитии IT-технологий и не только в крупных городах. В битве за потребителя сегодня побеждает что-то необычное, интересное, новое. На одном полюсе успеха творческих индустрий высокие компьютерные технологии, на другом – handmade – продукт, произведенный по традиционным рецептам. Творческие индустрии здесь развиваются при государственной поддержке. Помощь начинается с обучения. Стартовать помогут и финансово. Нужна хорошая идея. Второе, что требуется, определенный уровень знаний, опыт работы, достаточные навыки для создания бизнеса. Но самое главное, человек должен верить в себя, не бояться что-то предпринимать, проявлять инициативу, смелость принятия решений. Способность взять ответственность на себя – этому учат, это воспитывают. Креативность – не удел избранных, такова реальная жизнь. Она заставляет быть креативным везде, хоть в России, хоть в Швеции, Финляндии, хоть в Исландии. Впрочем, для страны, которая так долго базировалась на природных ресурсах, на промышленности 20 века, очень сложно было перейти на курс поддержания творческих индустрий. Экономический кризис заставил. По моему наивному мнению, когда дело касается творчества, секрет успеха в том, чтобы работать. Просто много работать. Сегодня на острове креативный бум. Его предпосылки изучали во время последней обучающей поездки проекта. Всем накопленным опытом делились уже на итоговой конференции в Петрозаводске.
В рамках конференции было организовано 4 секции, посвященные различным направлениям творческих индустрий: инновационные технологии, событийный туризм, гастрономия и культура. Проект уникален в том, что мы на эти встречи привлекали предпринимателей из творческой среды, бизнесменов, потому что чаще всего такие встречи проводятся для представителей власти, НКО, общественности, университетов. Тут были сами предприниматели, сами бизнесмены. Они сами могли сказать о том, что то, что вы в теории говорите, неправильно или, наоборот, там правильно. Они смогли сказать о своих конкретных проблемах в каждом регионе, что именно им не хватает, какая помощь им нужна. Они смогли встретиться друг с другом, и уже действительно есть несколько примеров, как предприниматели продолжили совместную работу за рамками проекта. И кроме того, аналитический отчет, который будет, в нем будут отражены те проблемы, которые есть на данный момент у представителей творческих индустрий, и какая помощь им нужна. Глобализация сегодня не просто слово, это реальность. Сегодня все и все взаимосвязано. Подобные встречи, признают участники, отличная возможность соразмерить себя, пообщаться с себе подобными, помочь друг другу в поиске решений, которые способствуют развитию частного бизнеса и экономики в целом.